Всем привет! Скоро на моем канале появятся билды на наших сопартийцев, а сегодня я покажу билды петов, чтобы можно было ссылаться на них в будущем. Поехали! Петов я условно делю на две группы. Первая группа – это петы, в атаке которых встроена автоматическая проверка на сбивание с ног. К ним относятся собаки, волки, леопарды и вараны. Эту группу я предпочитаю качать в подклассе Задира, чтобы усилить эту проверку. Вторая группа – это все остальные петы, включая лошадей. Их я качаю без подкласса. Можно брать агрессора, но теряется баф на сопротивление очарованию. На нечестном уровне сложности это может оказаться более полезным бафом, чем пару единичек урона. Теперь быстренько по билдам. На первом уровне всем петам я беру крепкого орешка. Дольше стоят, реже помирают, да и брать на первом уровне особо нечего. У всех петов, как правило, много ловкости, поэтому на третьем уровне берем неистовое падение. На четвертом уровне нам дают одну характеристику, и весь интернет говорит нам: кладите единичку в интеллект. Весь интернет, кроме меня. Кладем эту единичку в силу, а для леопарда в ловкость. Для того, чтобы взять командные черты, есть очень простой способ. Надо найти корону с плюс 2 к интеллекту и вешать ее на пета перед тем, как повышаете уровень. Первую такую корону можно купить в лагере после выхода из Канабриса. Но если денег жалко, бесплатная корона лежит в локации «Безымянные руины» по квесту Ненио. Найдем мы ее как раз около 7 уровня и продавать больше не будем. Соответственно, на 5 уровне берем боевые рефлексы. Они пригодятся для черты «Поймать момент». Перед повышением 7 уровня одеваем волшебную шляпу. Берем «Обойти с фланга», шляпу снимаем и отдаем следующему пету. По характеристикам, как всегда, сила для всех и ловкость для леопарда. На 9 уровне мы уже встречаемся с кучей монстров, которые имеют заклинание контроля. И поэтому пора брать черту «Легко отделаться» для повышения спас-бросков. На 11 уровне берем «Поймать момент» и жизнь становится немного краше. На 13 уровне улучшенный критический удар «Укус», чтобы момент стал ловиться еще чаще. И теперь, попав один раз критом, все ваши петы будут совершать внеочередную атаку, которая тоже может быть критом, и так до бесконечности. На 15 уровне берем уверенное владение оружием «Укус». На 17-м сбивание с ног вдвоем. Это позволит кидать кубик дважды, если два пета грызут одного противника. На 19 уровне берем живучесть. Также неплохими чертами будут координация маневров, прицельный удар, бой вслепую. Выбор зависит от вас и от состава вашей группы. Итого мы получили пета, способного законтролить одну цель, наносить неплохой урон и катать своего владельца. Если этого пета нормально забафать, он получит около 70 защиты. А лошадей я качаю практически так же. Вместо неистового падения и сбивания с ног вдвоем берем демонстрацию силы и пролом защиты, если в пати есть пугалка. А если пугалки нет, значит вы играете не на нечестном уровне сложности, и можно брать что угодно. Теперь рассмотрим билд танка. И лучшим петом для этого будет леопард из-за огромного количества ловкости и среднего размера, который не дает штрафа к защите. На первом уровне берем искусственное владение оружием, на третьем крепкого орешка, на 5 уклонение. На 7 уровне берем черту легко отделаться, а на 9 мастер кулачного боя. Это необходимо для того, чтобы на 11 уровне взять стиль журавля, а на 13 уровне крыло журавля. Обратите внимание, крыло журавля не срабатывает, если вас атакуют длинным оружием. На 15 уровне берем сбивание с ног вдвоем, на 17 неистовое падение, на 19 берем живучесть, это все-таки танк. Также не забудьте взять хозяину пета черту мифический зверь. По навыкам танку я беру использование магических устройств, чтобы мог кинуть на себя щит и зеркальное отражение, а также подвижность. Не танком я обычно беру восприятие и еще одну физическую характеристику – атлетику, подвижность или скрытность, которой нет в моей пати. Обратите внимание, что проверки навыков петы проходят только на объектах и на глобальной карте. В разговорах пет не может пройти проверку дипломатии, магии или религии. Все характеристики кидаем в ловкость. Даже если получится нечетное число, черта мифический зверь его компенсирует. Кататься на леопарде тоже можно, но для этого вам придется кинуть на персонажа уменьшение размера или играть кем-то мелким. А мелкие это, как правило, кастеры и арбалетчики, а им на передовой делать нечего. При касте или стрельбе им в лицо будет прилетать неочередная атака. Подведем итоги. Зверушки в этой игре очень мощны, и отказываться от них, даже с учетом того, что чардж ломается в каждом втором патче, совсем не стоит. А если вам стало скучно,
Зверушку можно превратить в дракона, и тогда жизнь заиграет новыми красками. Надеюсь, вам понравилось. Какие кнопки нажимать, вы знаете. До встречи в следующих видео.